Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за жирафа Пеппера, только с минимумом скин на магические лапки. Судя по никсу, мне сегодня везет на магические лапки, поэтому меняем скин, да. Как говорится, будем бустить рейтинг только вниз, потому что... Почему? Потому что рандом, баланс и мои команды. Другого варианта у меня все равно нету, потому что в соло-боях я задушусь, в командных боях я хоть не так сильно душусь, но моя команда меня все равно задушит, поэтому парам-парам-пам. Да, отправимся в общем бой, на позитиве, все дела. Может быть, мне попадется из 6-5 боев что-нибудь более-менее способное нажать одну кнопку. Давайте, мы это узнаем сегодня, надеюсь. А может не попадется, вы же знаете, это же Зуба, тут как повезет. Поэтому играйте с кланами, с друзьями, там хотя бы что-нибудь, да, попадется, которое сможет нажать эту кнопку. Потому что с тем, что сейчас есть, они не могут нажать эту кнопку. Бачок, конечно, дерзкий, я промахнулся копьем, к сожалению. Так. Попробую сейчас убить здесь ботов, пока моя команда сверхразумов не обращает на ботов внимания. Они им не нужны, наверное. Так, лутаем аптечки. Капицо. Сейчас тоже залутаем. Луком просто бахнем на автоатаке, потому что надо было быстренько добить. Ладно, погнали спасать этих гениев, которые там сидят, что-то делают. А, уже ничего не делают. Ну ладно. Тут еще, кстати, один золотой лук бегает, надо бы его тоже добить. Жалко, что в обычных боях нельзя качать, проходить ивенты вот эти вот новые, да, это странно. Мне кажется, это включат потом, то есть, ну, сейчас этого нету, но, возможно, потом все-таки включат, потому что ивенты это круто, очень даже. Блин, не могу я туда пробахать нормально, хоть и стараюсь, но не могу. Блин, я зря похилился. Очень зря, очень-очень зря. Еще и ворла тут попадает. Так, надо капканчик поставить, чтобы орел у нас не залетел. А че они все испугались и убежали? В смысле? У вас преимущество огромное, они бегут. Я что-то не... Я не понимаю этих ребят. Типа из-за гранат так испугались, что так много гранат или что? Не вкуриваю в этот момент. Ну да ладно. Хамелеша бахаем там спокойненько. Стенки, ребята, ставят, не пускают хамелеона противников к нам сюда. У меня, кстати, команда уже... А как они умерли все? Офигеть, они просто взяли и умерли. Так, резаем этого, убиваем кенгуру. Какой-то кенгуру странный. Вот такое ощущение, что у них там не один сквад, а два сквада союзников было. И они между собой как-то скооперировались и резали друг друга. Надо спасать Никса. Благо у меня есть прекрасная штука, как дефибриллятор, в отличие от всей моей остальной команды. Который, он же, конечно, не нужен, да? Зачем им дефибриллятор? Они и так жесткие, наверное. Но опять же, сколько уже боев сыграл после обновления 3.27? Ну, один дефибриллятор на, не знаю, 10 команд. Это примерно такое количество можно встретить в командных боях на 1100, 1050 рейтинга. Прекрасно, что ему сказать. А выйти с рейтинга не получается из этих вот прекрасных игроков. Опять же, можно после сброса рейтинга попробовать выйти уже на более-менее что-то адекватное в первые дни, и тогда уже там плюс-минус адекватные будут и союзники, и противники после этого рейтинга. Но, опять же, надо делать и не останавливаться. Там, кстати, ребятки, забыл вам сказать, есть один такой момент интересный. Одна интересная игрушка будет выходить у нас в начале июня. Вроде бы то ли 2, то ли 3, то ли 4, я точную дату не помню, но выйдет. Игрушка эта называется Diablo Immortal. Да, это та самая Diablo, которую делает Blizzard. Ну как делают? Они ее курируют. Делала ее китайская студия. И поэтому... Так, бахаем. Ну и все, развалили. Ну и в общем, да, эта игрушка будет выходить у нас в начале июня, и мы в нее будем по-любому залипать, потому что ее года 4 делали, если не больше. Там реально хорошая игра получилась. Плюс ее выпустят не только на телефонах, да, но еще на компьютерах тоже. Типа, они сказали, знаете что? Она слишком хороша. Вот так сказали. Ну, я там где-то прочитал, когда статью читал по игре. И там было такие вот новости. Ну, то есть, кстати, можно будет еще и играть одновременно с... Ну, к примеру, вы там с компьютера играете, а кто-то играет с телефона, и так можно играть. То есть можно будет переносить свою учетную запись, я так понимаю, и оттуда туда-сюда. То есть захотели там дороги поиграть, поиграли. Захотели на компе поиграть, поиграли. Удобно, на самом деле. Моя команда уже умирает, ну, а я тут лутаю ботиков. Мне норм. Как бы я умирать пока не хочу.
Сколько там умерло? Один крабик только? Да, погнали драться. Интересно, как он умер? От кого? Вопрос. Бобра сейчас надо минусовать очень жестко, быстро. Быстро, жестко минусуем бобра. И орла минусовать надо. Так. Закидываем сюда гранатку. Шотаем орла, бобра и остальных гениев, которые пошли спасать этих ребят. Я, конечно, без ботинка, чтобы так себе наглость позволять делать. У них 2 бобра, офигеть. А вам немного 2 бобра, а? На сквад один. Жесть, видали, как Никса попал? Жестко. Посмотрите на эту дичь, а? Просто какие же они душные. Ну ничего. Главное, что мы победили. Опять же, жалко крабика, который умер. Ну, как говорится, зачем он полез драться? Непонятно. Но опять же, они не видят этих ботов, они не видят всего, что происходит на карте. Поэтому такие вот дела. Опять, сейчас будем просто закидывать, бахать. Ну, конечно, 7-й хамелеон у меня врывается. Че нет? Че бы ему не ворваться? Это 7-й хамелеон, да. Я пока что бахаю в них там, как могу. Чтобы показать им, что я жесткий. Правда, меня сейчас шотнут, скорее всего. Потому что моя команда резко почему-то сбежала. Действительно, почему же они резко сбежали? Я стенку не успел поставить, меня сейчас шотнут, да? Так, стенку ставим. Спасаем этих. Надо сейчас, главное, не дать резнуть Никса. Похилимся. Так, Никса они не успевают резать. Я сейчас вроде как не должен умирать. По идее. Не должен. А там как пойдет. Так, ну... Как вам, ребятки, это дичь, а? Просто вытащили сквад из 5 противников. Из них был лев, который мог просто прийти, кинуть стан и всех убить. Но он этого не сделал. Да, а мы вытащили. Фух, конечно, вы видели в моей команде кучу дефибрилляторов, да? Видели? Я не видел. Но они были, наверное. Где-то в их мыслях. Ну и у меня только было. Ладно, как-то у нас сегодня на жирафе слишком все изи. Почему у них все так не получается? Почему у них все душнины и гениальные команды? А здесь какие-то обычные игроки, обычные противники. И более-менее я могу это вытаскивать еще. Вот опять же, сейчас подкрутят. Кстати, да, я забыл вам показать, ребятки, вот этот смайлик. Блин. Вот этот смайлик, он будет у нас в... Его выдали, в общем, за новую лигу. То есть, чтобы вам его показать, ну, я покажу в конце видео. Точнее, или после этого боя. Для этого мне понадобится просто зайти в сообщение. Там прислали его на почту. Наверное, вторая ссылка была, скорее всего. И там как раз есть эта штука. Опять же, надо гранатку золотать для начала. А то у меня вообще гранаток нету. Чтобы было. И пойдем дальше. Там дробовичок золотой лежит хороший. И что-то еще должно тут лежать где-то. Кстати, может жираф прокачать дальность гранат? Я ему не помню, качал, не качал в атрибутах. Потому что на карте, ну... Не, ну нормально дальность. Видите, вот почти до конца экрана. Поэтому сойдет. Так, ну у нас все хорошо, у нас 2 аптечки, мы все живые. Валиска здесь уже бегает, всех крушит, убивает. Нам осталось только дожить до финалки и победить противников. Почему у меня только в команде такие гении, а, которые в соло идут умирать? Я не понимаю. Я просто не понимаю этого всего. Ну хотя бы в Рилию там у кого-то дефибриллятор был. То ли у Бака, то ли еще у кого. То ли у змеи. Ну я похилился, не знаю, смогу я выжить тут или нет. Аптечек уже нету как бы. Да, все. Ну что я могу сказать? У них были 13 уровни. А у нас была Лизи, которая пошла и умерла. Все. Как бы вот. И нас было 3, их было 5. Если вкратце. Там, конечно, кто-то еще отстал от них. Ну, в общем, вы все видели. Ну, как говорится, не каждый же бой мне побеждать, да? Не каждый же бой мне адекватных команду, противников дадут. Нет. Поэтому наслаждаемся тем, что есть. Блин, я теперь каждый раз выбираю режим, потому что мне как-то стрёмно. Может быть, перейдет, перезайдет, в общем, непонятно. Конечно, было бы классно сейчас забусить новый ивент, чтобы можно было его выполнить каким-то чудом, но разрабы это разрабы, да. Сообщите то, что выходят новые ивенты, да зачем? Запустить новый ивент, чтобы никто не успел сделать, это наш выбор. Гениально ж, да? Ну, примерно такой логики, наверное, разработчики и придерживаются, скорее всего. Поэтому страдаем, ребятки, красивенько. И наслаждаемся прекрасной зубой. Да. Ну, возможно, в будущем все изменится. Да, ага, изменится, конечно. Я слишком много мечтаю, наверное. Хотя,
видите, вот про новые ивенты я как раз думал, что они скоро появятся, потому что жетоны не обновляли для старых ивентов. И вот они появились. Как говорится, логика работает, но лучше бы разрабы делали что-то хорошее, чем логика работала. Вот, было бы приятно. Потому что, ну, то, что сейчас есть, опять же, блин, смайл забыл сказать. Ну ладно, то, что сейчас есть, оно, конечно, ни о чем. Вот эти новые ивенты, новый баланс. Ну, баланс там реально подкрутили на 0%. Вот серьезно. Ну, я 13, то 10, 11, ну ладно, это более-менее, да. Ну и до этого были такие бои, то есть плюс-минус там попадалось адекватно. Ну, раньше я мог тащить хотя бы с нубасиками, там, с 7-5 уровнями, а с этими не могу тащить, потому что, ну, они нулевые. Вот реально. Ладно, те были нулевые там по уровню, по предметам, по всему, но эти же не должны быть нулевые по уровню игры, по предметам, да? Они должны хоть что-то уметь, но они ничего не умеют. Они умеют умирать, умеют лезть в сквад соло, потом умирать, да? Ну, вы видели, в принципе, бои показывают одно и то же. И с этим ничего не поделать, к сожалению. Хотя очень хочется куда-нибудь их там всех закинуть в одну корзинку, чтобы они там сидели и между собой веселились. А ты с нормальными игроками против этой, кстати, корзинки, было бы классно. Вот типа всех перебанить, какой-нибудь список, да? Я уже про это рассказывал, хотелось бы мне такое очень сильно. Тогда можно было бы просто каждую победу бы... Ну, каждый бой победу бы сделать. Потому что плохие игроки всегда бы были в ЧСе, да, условном. Хорошие игроки всегда бы были за тебя. А эти плохие игроки, которые в ЧСе, они были бы против тебя. И как бы ты с шансом 99% побеждал бои, а они бы всегда проигрывали. Ну, потому что они плохие игроки. Гениально, да? Ага. В общем, такие вот дела. Нашли мы бобра. Давайте его убивать. Пока что не использую дальность. Вряд ли она поможет, потому что бобер с ботинком, скорее всего. А я не с ботинком, потому что я играю на какую-то мнимую выживаемость. Ну, видали, попал. Жесткий. Жесткий прям. Кстати, вернулись мы к этой гранате, которая тут лежала с самого начала игры, которую я не брал. И залутали чуть левее еще одну гранату такую же. Гениально. Судьба. Ладно, против нас... вы видите, да? Они в зоне. Эти гении в зоне где-то умерли. Понимаете? Просто гении умерли в зоне. Как же это прекрасно. Вот мне это нравится. Вот заходишь в бой. И гении умирают в зоне. И все, и победа. Как вам? Классно, да? Шедевр. Это просто шедевр, ребят. Вот это зуба, да. Вот сейчас только такие победы и возможны. Ничего не делать и победить. Это вот то, что возможно в зубе. Победа нормальная? Да. Зачем? Нормальный замес? Да. Зачем? Одни умрут, другие сразу... Ну, вы понимаете. Ладно. Вот такой сегодня жираф Пеппер. Почему-то какая-то лютая имба. Почему вот за жирафа заходишь, тащишь на изи. Заходишь за Никса, имбу. Не можешь ничего вытащить. Логично? Логично. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии, пишите, что думаете по поводу новых ивентов. Сейчас мы зайдем на почту, посмотрим новый смайлик, это бицепс. Сейчас я вам покажу. Да, загрузись, почта, загрузись. Да, какая загрузка быстрая. Ладно, загружусь, покажу. Ну что ж, пришлось перезагружать игру, это ж прекрасная зуба, да? Вот он, в общем, новый смайл за лигу. Открываем и... Бицуха, да. В общем, возьмем... Видите, да? Название до сих пор не переделали. То есть это название на тестовой версии такое висит. И вот эмод name default community flexing. В общем, разрабы, как всегда, вы понимаете. Это ж разрабы зубы. Как они могут быть без этого всего? Уже не можешь их представить без косяков, как говорится. Ладно, на этой прекрасной ноте мы закончим. Вот такой жесткий смайлик теперь... у меня появился. Если видео вам понравилось, как говорится, ставьте лайки, ребятки. Подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока.